Утренний хорок. Время 8:00. Постоянно возле этого отеля, где я ночую, останавливаются какие-то машины, мини-грузовички, мини-автобусики даже. Люди выходят и куда-то вот на ту сторону, в проулок заходят. Это там находится. Видно, как река спускается, течение сильное. Естественно, с гор веет холодом. Очень свежо. Голова вроде нормальная. Мне обещали, что она должна у меня быть как большой, как 3 баскетбольных мяча с утра должно раздуть. Но вроде нормально. Спалось хорошо. Если не делать резких движений, то есть достаточно кислорода. Если начинаешь активничать, появляется небольшая отдышка. Вчера вечером какой-то мужик возле магазина. Я шел купить продукты. Вот такую штуку мне подарил. На, говорит, я тебе подарок. Я говорю, не надо. Говорит, на, возьми. Пусть катается. Когда-нибудь да применится. Но бутылка интересная. Знаете, здесь такая штучка удобная. В общем, все удобно. Не знаю, как на качество, но даже для коллекции можно хранить дома. Я же собираю всякие интересные вещи. Тем более у нее нет срока годности. Может, кому-то подарю. Вчера забыл показать. Вот так выглядит коридор общий в отеле. То есть это отель пристроили к скале. Это натуральная скала. Здесь даже рога. Вот еще рога. Быстрый завтрак в Хароге. Ассортимент очень скромный, конечно, в плане еды. Поэтому вчера ночью погулял по этому городу. Обычный районный городок, маленький. Как угодно его можно называть. Сейчас нужно быстро заехать, поменять масло, потому что все, лимит исчерпан. Машина на таком масле больше ехать не может. И в сторону Ишкашима. Ишкашим где-то 100 километров от Харога. Аллейка из сердечек и памятник солдату, 41-45 год, 9 мая, Рузи Фалаба. Никто не забыт, ничто не забыто. Здесь прямо вот за памятником ухаживают. Такое все чистенькое, аккуратненькое. Ну а вот здесь вот проходил в этом заведении завтрак. Не знаю, как называется кафе. Кафе называется Кахвахона. Или это и есть, к слову, кафе Кахвахана. Скорее всего, это и есть Кахвахона на местном языке. На таджикском. Все, называется Крыша мира. Попытка найти СТОшку, где масло поменять, пока что еще не увенчалась успехом. Сказали куда-то выехать за город 5 километров. Там вроде бы есть. То есть назад, в сторону Душанбе. Еще заметил такую фишку, что памирцы, они особо никуда не торопятся. Вот все это делается размеренно, медленно, спокойно. Как говорится, кто понял жизнь, тот не спешит. Наверное, этот принцип здесь действует. Возвращаюсь обратно, потому что там все закрыто. Единственный магазин, где меняется масло, это вот здесь вот. Дяденька военный сказал, убери машину отсюда. Пока я рассматривал, открыт магазин или нет. Непонятно. Там продаются сено и тандыры. Замена масла прошла удачно. А это значит новая дорога, новый путь. И путь будет лежать в Ишкашим. Вообще существует 2 дороги до Мургаба. Это через Памирский тракт и через Ишкашим, Ваханская долина. Путь этот длиннее, интересней, так как всегда будут кишлаки попадаться. Но очень плохая дорога. То есть там едут прям крутые внедорожники. Дорога через Памирский тракт, она полегче, но там переметы тоже бывают частенько. Но местные ребята, которые занимаются перегоном электрокаров, сказали, терпимо, на легковой можно их. Сейчас нужно было поменять деньги, захожу в банк. Ну, сначала спросил, есть ли где на рынке, но
как обычно в Средней Азии, подходишь на рынке, отдаешь купюру, тебе всё поменяли по нормальному курсу. Не, ты чё, иди в банк. Пришел в банк. Но у нас так-то сегодня не меняют. И он с таким подозрением всматривался в меня. Мне сначала показалось ему интересно, кто я, что я. И вот он, пока мне меняли эти деньги, по какому курсу ты менял, где ты менял, поменяли, все равно поменяли, но как-то это все подозрительно происходило очень. Как будто чего-то боялись люди. Банк не буду называть, мало ли, потому что потом, может быть, единственный банк, вопросы у людей будут. И за все время впервые мне дали купюру 200 сомони новые. Еще ни разу не видел такие. И снова доброе утро, Афганистан. Опять ты рядом, но здесь уже река бирюзового цвета, тополя и снег. Много снега наверху. Очередной пост КПП, БДА, проверка. В общем, если у вас нет разрешения, то, мне кажется, здесь тяжело по Таджикистану будет, по Памирскому тракту передвигаться. Его реально лучше получить в Авире города Душанбе за 15 минут и 120 сомони. Это самый лучший вариант, беспроблемный. Потому что здесь все проверяют, все, абсолютно все. Смотрят это разрешение. Немножко снега, 4 метра. Представьте себе, какая здесь вкусная плавает рыба. Если прям свеженькую поймать и зажарить в чистейших водах. Что показывает навигатор? Постоянно едем вдоль реки. Быть в Харуге и не побывать на горячих источниках — это значит совершить грех. Поэтому сейчас, через, я не знаю сколько, километров 35, по плану Гар-Чашма, горячий источник, углеводородный. Там находится один из лучших санаториев в мире, который лечит этими источниками, как местные говорят. Машина попросила перекура, и я его сделал. Вот для такого водопадика. Очень свежо и прохладно здесь. Вода ледяная просто. Лед, лед и лед. И опять на интересном месте стояли солдаты. Вот прям 20 метров река. Можно камень перекинуть спокойно в эту сторону. Афганские девушки, там человек 5-6, женщины, вот так скажем, стирали, мыли казаны. Прям вот. Но камеру не вытащишь. Вытащишь, лишишься всего, что записал. Вот так вот выглядит кладбище. Ничего необычного. Там вообще какой-то российский флаг. Не понял. Ну ладно. В общем, обычные могилки, как будто в обычном русском городе где-то похороны произошли. И обыкновенная решетка металлическая. Если со стороны показали бы мне, я бы даже не понял, что это мусульманское кладбище. Если бы я здесь не находился, в этой стране. Хуш-Амадет, Ишкошим. Но это не сам Ишкошим, это, наверное, Ишкошимский район. Вот Гар-Чашма. Так, 19 километров прямо. Ишкошим 79 километров. Вот это сугробчики, я понимаю. Салам алейкум. Я не понимаю. Не понимаю. Русча. Короче, все нормально, ребят. Счастья вам и здоровья. Извините, а можно вас на секунду?
Возьмите. Спасибо. Не за что. Не тяжело? Может, на машину закинуть? Помочь? Мужчина? Да. Ку. В багажник закину? Или не влезет? Не влезет? Мешай, Давайте засунем в багажник, отвезем. Кубины. С горем пополам. Главное, чтобы он не упал. Это вот самое главное. Ну, хоть сколько-то провезу. Какая разница? Вроде бы пока едем, сено на месте, не упало. Ну, еще раз хочу сказать, насколько сильные и выносливые вообще горные люди, женщины, мужчины. Вот эта бабушка тащит тюк, в нем килограмм, 40 точно. Я просто знаю, что такое 40 километров тащить долго на себе. Таскал. Тут вот сколько уже, километра полтора я проехал, тут кишлаком еще и не пахнет. Я себя чувствую сейчас доброй феей какой-то. Ты вообще вовремя, конечно, корова. Главное не уронить сейчас тюк здесь. Крутой подъем. Это вот она по-любому до этого кишлака ее тащила. Бабушку встретил дедушка. В общем, доехала она до магазина. Встретил дедушка сразу. Ну, он по-русски понимает. Позвал домой. В общем, здесь все зовут домой. Зайдем, чай. Все зовут. Это вот, я же говорю, в Памире абсолютно все тебя пригласят домой. Ну, может быть, есть какие-то там единицы, но остальные всегда тебя накормят, напоят. В общем, гостю рады. От районного центра, от этого 6 километров показывает до Гар-Чашмы. Поэтому и опять ввысь. Дорога более-менее нормальная, терпимо. Ну вот путешественник и на месте. Отсюда видно прям такие белые сталактиты соляные. Здесь можно постричься. Потом что-то сделать тест-тайор. Какая-то кафешка, наверное. Скорее всего. Видите, сколько соли. И вот эта горячая вода, часть потом утекает вот здесь вот через трубу и сюда вот течет. А течет она куда? Уже в обыкновенную воду смешивается, и поэтому пить-то не очень ее приятно будет. Так выглядит кабинка из камня. То есть заходишь сюда, раздеваешься. Я купаться не буду, я боюсь заболеть. Потому что ты сейчас там распаришься, там реально теплая, там горячая вода. И потом ехать и мерзнуть, сразу заболеешь. Очень красиво, голубой фон. Так, и мне мужики говорят, поднимись наверх, поснимай. Здесь, конечно, опасно, скользко. Очень. Все тает. Да, классно. Фу, вот здесь прям, да, запах такой стоит. Фу. Запах яичек. Яиц, вернее. Ну, умыться я обязан, по-любому. Без вариантов. Я должен почувствовать на себе этот запашок. Ну, это реально полезно. Кто-то сидит там, просто болтает. В общем, источник оттуда бьет. И сюда вниз. Купаться в нижнем белье запрещено. 200 самонит штраф. Вид сверху. Также сюда приезжают женщины, мужчины. То есть вы можете купаться в открытом бассейне. Можете снять кабинку. Кабинка дороже. Открытый бассейн дешевле. Ого. Ой-ой-ой. Вот в этой температуре, которая вот сейчас отсюда выходит вода, купаться невозможно. Это как будто вот чай, который уже тяжело пить, потому что он горячий. Вот такая же температура. Здесь градусов 59-60. Ну, как и заявлено в Википедии.
Запах. И я тут был, и я тут купался. Так, на вкус. Вкус такой же. Вкус яичного желтка с майонезом, с солью. Ой, как классно. Я как будто ополоснулся. Там внизу мужичков 5-6 купается. Старички. Ну, классно вообще. Реально классно. Советую всем посетить данное место, если будете в Таджикистане, тем более на Памире. Как говорится, все супер. Но единственный момент, который меня накалил, сначала думал, молчу, потом не стал. Вот из источника выходит вода, то есть из этого бассейна такой вытекает вода, и люди сидят там, бреются. Бреют все, что можно. Мне показалось, что это не гигиенично все это дело. А может, так и должно быть. Ну вот как раз я встал поснимать ручеек. Это как раз эти штучки здесь, которых очень много. И я тут был, мед, пиво пил. В общем, еще одна геолокация. Где можно поставить точку. Здесь он стоит шкала 2900. То есть на 3 метра уровень воды, наверное, поднимался. Ну, когда какие-то сели, может быть, или сильные потоки сходят. Критическое это 3 метра. Дальше снос моста. Прощай, соляной источник. Красиво здесь. Много камня. Салам алейкум. Дорога куда-то идет тоже в горы. Затаил дыхание и прям тяжело стало. Снег, листья, река, камни. Все как и должно быть в горах. Хотел посмотреть, нет ли здесь, мало ли где-то на мели рыбка может плавать. Вроде бы тихо. Людей нету. Здесь какую-то птицу встречал. Похоже на синицу, но нет, да, не синичка. Хотя да, синичка, но она такая более вытянутая и желтого цвета. Вот здесь вот чувствуется запах сероводорода тоже. Так как спустился я оттуда, буквально километр, прям сильный аромат такой стоит. Интересно, мне какая здесь температура воды? Ой, ну она здесь теплее, чем да, есть запах. Теплее, чем до места слияния этих двух рек. Не сильно, но теплее. Голод, не тетка. Тяжело в таких местах искать какие-нибудь столовые, там, ушханы. Редко попадаются. Сейчас время, в принципе, час дня. Может быть, где-нибудь половешник поспел. Чего они стесняются? Да не стесняйся, что такого. Ладно, пока, пацаны. Приятного аппетита! Я заметил, что у пацанов они, в принципе, молодые. Им лет 12, может. У них зубы с таким, не знаю, здесь, то есть, чего-то много в воде, зубы прям рыжие. И не то, что все зубы, а прям налет идет. Очень сильный. Скорее всего, это из-за воды. Вот еще, пацаны. Похоже, в Иш-Кашим даже ехать не придется. Потому что увидел то, что мне нужно было увидеть. Смотрите.
Это пристройка. А здесь живут домашние животные. И вот еще одна такая же. Пристройка, блин, здесь опасность, в любое время может упасть что-то на голову. И здесь вот пристройка, там тоже живет. Лезть туда не буду, некрасиво. Но сейчас пойду сниму дом по-мирски. Вот меня интересует именно вот этот дом. Вот, ну, типа такой постройки. Видите, крыша прямая. И на крыше есть окна. Окна для проветривания. Вот видно, что этот дом старый. Реально старый. Дети идут. Самир, куда Самир различил? Так. За вами идти, да? За вами идти? Самому старому дому сказали 100 лет. Самый старинный, да. Потом это остальные новые. Это уже новые. Вот это тоже новые? Эти, ну, это А я подумал, снегопад, дождь был, проходит. ага. Я тоже недавно пришел из Москвы. В Москве работать? Вот, сын там, 3 сына там, я тоже недавно пришел. 15 февраля я пришел сюда. Я тоже там в Москве. А у меня дом там, двухэтажный, около речка Пьянч. Граница. Собака не укусит? А? Не укусит она? Это негодный. А. Спина уже. Спина болит. Да. Старая. Спина болит, а укусить может. Стрелять надо ее? Ну, он тут спина вот так лежит, не сможет. А, он и плохо видит, я смотрю. А? Плохо видит даже. Ну, надо стрелять, да. Там же старый. Вот, самый старинный дом. Вот это вот. Да. Сейчас открою, кури вот там видит. Ага. Да пускай, Ну, они темно. мне... я сейчас свет вытащу. Сейчас куры. Таджикский кури. Таджикские куры Да. Ящики ставлю. Ага. Самый. из самого старого дома. Да, вот сейчас заходи. Сейчас, Смотри, секундочку. фотографировать. Вот, старинный дом. Видишь? Оттуда иди, фотографируй отсюда. Вот, видишь, самый старый. Так, а сколько здесь вообще человек жило в таком доме? Здесь человек вот эти спальни, вот. Вот эти спальни. Вот эти, видишь, вот. Ага. Раз, два, три, четыре. Вот, отсюда вот эти фотографии. Вот. А вот мне вопрос такой, чем они пропитаны, бревна? А? Какой-то смолой пропитаны бревна или чем? Вот это Эти. черное, что это такое? Смола? Это старый. Как вот здесь печку топим, Ага. вот это вот. Ну, вот. Только видишь, вот. Да, это печка была Здесь раньше. вот дрова топим, Ага. вот труба. А, все, это по черновому. Вот это, ну, старые. Все это. Столет вот эти. Это подчай чисто. Это от дыма, да? Вот это, вот курица спит. Пусть спит, не будем ей мешать. Вот это. Ему 100 лет, да, этому дому? Да. Даже побольше. Побольше 100 лет. Я говорю. Что с чем-то будет? Мне уже 65. Угу. Я родился, этот дом. Вы здесь жили? О, сейчас у меня двухэтажный, вот, видишь? Интересный, вот, видишь? Ну, 100 лет он прям стоит. Если за ним бы, Конечно. если за Даже ним бы больше. ухаживали. Больше. Даже больше, брат. Больше? Что с чем-то? Вот это, как у вас, вот это здесь спит. Вот это, видишь? Мгм. Ну, это сейчас вот здесь матрасчик ставишь, все, и спать. Ну, раньше это... Так, ну, а сейчас вот это- как раз здесь вот 5 столбов есть, да, я смотрю? Вот раз. Вот, раз, два, три, четыре, пять. А можете Нет. объяснить, для чего они? Это вот держит вот это, видишь? Только это? А Раз, с- вот это два, вот эти. там еще с религиозной точки зрения есть объяснение. Не Как? знаете? Думал, что он киаса сам Там 5 пророков, по-моему, да? Да, Асан, Хусейн, это вот так, да. Пророк мой. Ну, окно это для проветривания. Но оно большое. То есть, а во время дождя там закрывали целлофаном или как? Это был закрыто вот так. Ага. Это другой Потом- есть, как это окна. А Всё, это всё. просто я положил, курва здесь живут, поэтому сейчас. Курва. Это сейчас не живут, это уже 100 лет прошло. Стены каменные. Да, это камень.
Злая собака. Так, корова, бычок. Невысокие потолки, да, здесь я смотрю? Да, здесь невысокий. Вот. Зимой сколько у вас здесь? Какая температура? Зимой вообще холодно. Минус 20 бывает? Да, бывает. 18-20. Заходи. Не бойся, не бойся. Сиди. Вот это 5 товарищ, это Хасан, Хусейн, Али, Мухаммад, Биби Фатма Зара. Вот это имя. Хасан, Хусейн, Али, Мухаммад. А Да. пятый кто? А? Пятый как получается зовут? Пятого. Биби Фатма и Биби Фатмаи. Захара. Ну, это новый. Это же новый такой выглядит. Вот, это тоже старый. Так, это уже старый дом. Вот это по-другому. Тоже такой. Рудана магам лакни. Папа, бабам рудана лак. А этому сколько дома лет? А? Этому дому сколько лет? Это тоже такой. Тоже 100 лет? Да. Здесь перекрытие уже прям мощное, реально мощное. Ну, это может 90 Вот или здесь так. окна были вот маленькие. Маленький окно. Это тоже такой. Это, видишь, вот это 4 штука, видишь, здоровый, Ага. здоровый. Но здесь он мощней, Да. видно. И потолок прям такой. Ну, другой совсем Вот. старый, а это еще... Вот это тоже печку топишь, вот. Вот здесь тоже окна, вот. Здесь вся семья жила, правильно? Здесь вот окна, видишь? Вот, форточка. Ага. Вижу, вижу. Вот это здесь печка ставишь. Вон, и здесь топишь. Вон там тоже форточка. Ну, это уже разрушается уже. Никто не живет, дом тоже так разрушается. Китайскую машину купил? Салам алейкум. Сейчас выходит, спрашивай. Вот так вот выглядит уже жилой дом. Хозяин Мизроп. У вас просто Мизроп или Акя добавляется? Нет, Просто ак. для меня Ака. Ага. А так, А для меня как? Мне как правильно говорить? ну как, по возрасту. Скажи, дядя Мизроп. вот. Дядя или Если старший. Так, это вот так вот выглядели Старинный все дом. дома, да? Да. Это вот, смотрите, вот это получается спальня. Нет, Тут спят? спальня вот здесь, а здесь как тандир. Сидеть. Нет, лепешка. Здесь лепешки? Да, А, старинная. сюда ставился тандыр? Тандир, здесь его закрыли. Вот. А, все, он внутри был. Там сейчас это убирали. Все, я понял. Так, а вот это вот Это типа спальня. да. здесь спят, Под него подвал. под ним подвал. Хранили. Просто еда готовит вот здесь. Ну, чтобы никто не трогал. Мгм. А это хранили для картошки всякой на зиму. Так, здесь спальня, правильно? Здесь спальня, да. Ну и здесь тоже спальня. Можете сказать, кто вот это? Да. Это наш пророк. Да? Пророк это. Как его зовут? Он сейчас он живой сейчас? Нет. Нет? Недавно. А сейчас кто вместо него? Его Его сын? Да. Он- Шора има Лусайни. А это Шока. Ну, он для вас сын как Шора. кто? Духовный лидер?
Или Ну, наши могут. ваши мам? Да, Памирцев? да. Сказать, для чего ивовые ветви находятся под потолком? Что значит вообще ива? Ива для памирцев. Это для памяти старые обычаи. Был. Раньше был, и так сегодня тоже есть. Просто свадьба, типа это, как праздник, да, был. Раньше у нас дедушки, бабушки, вот эти тоже зашли, вот эти ветки взяли, поздравляешь, чтобы весна пришел. И эти ветки ставят туда до следующего года. Когда следующий год опять будет Навруз. И еще момент с мукой. Когда А. заходит человек, муку сыпят на плечо. Да, сыпет на плечо на левее. То есть я захожу к вам в гости с ивовой веткой, Тоже, да. и Да. я дарю вам ветку, а вы Да. мне сыпьте муку. Да, и ты поздравляешь, и мы эти ветки вот ставим туда, вот туда, до следующего года. Следующий Навруз. Ивовые ветви для памирцев имеют особое значение. Во время праздников, когда гость заходит, он дарит хозяину вот такую ветвь. Я не знаю, каких размеров, может быть, это уже. Потом что-то говорит, поздравляет, и хозяин ему сыпет на плечо муку. Так, ну, а теперь поближе к серванту, к проводам, перекрытию. Ну, вот такие вот везде ковры. И прям через стенку мы зашли, еще один старинный дом, ему тоже больше 100 лет. Мама сейчас приедет. Он маленький. Здесь, Это маленький. здесь 5 столбов, конечно, нету. Ну, есть, раньше есть? была. Меньше сделали, для зимы. А 5-й где? Его это Сняли? снимали. Сделал вот так. Ага. Ну здесь живут, в нем живут. Это он сделал себе для зимовка. Зима. Холодно. Это маленький тепло. Всё. Старинная виточка есть. А. У меня вопрос такой, когда происходит свадьба, у памирцев невестка с кем живет? С родителями жениха или жених уходит к родителям невесты? После свадьбы или как? После свадьбы. И после свадьбы с женихом? Женихом? Она к нему уходит. Не, с женихом? Не, а мы с женихом, а мы с То есть не вот здесь в общем этом? Не. Нет, у них отдельно. Вот Не, кушаем не, все вместе, а Один когда... круг, один. Не, хаму, шуна набудет. Когда шутка молодец. В общем, тут спор идет. Вспоминают, кто где должен вот здесь ночевать. вот кушают вместе. Когда невеста приходит, вот, Не дома, не потом, когда ночь, Просто они пойти. отдельно в комнату Ну, ходят. на их не дома. То есть, а если в семье 2 сына, тоже будут здесь жить все? И невестка вторая тоже в этом доме будет жить? Ну, и когда он раньше женился, он здесь будет. А когда новый женился, они отдельно спят. И потом себе дом устроить. Дом устроит. То есть старший сын уйдет из семьи, правильно? Нет. Строит себе дом. Или возьмет себе квартиру, отдельно Пока будет дом жить. себе не строит, Сами дом старшие. Младший всегда останется. Последняя станция в этом доме. Например, четвертый. Четвертый в этом доме Вот останется. он останется. Или пятый здесь. Если 6 сын, шестой останется в А этом доме. никогда сыне не гоняем, пока он дом не себе Он не строит. себе строит дом и отдельно будет жить. Сколько в среднем вот в памирской семье детей? Вот в Ну, среднем. раньше был до 10, 12. А сейчас? сейчас Двух, наш трех. президент говорит, ну, как по 2, по 3. 2-3 человека. А раньше был 12, 2-3 13, дома, 10. и все. 13 человек детей. И, конечно. Был. 11 видно. Раньше, Большая семья у вас. раньше в это целое был Раньше был, всего после 90-х годов 30 это домов. Мгм. А сейчас уже 75 домов. То есть население увеличивается. Население, да. А раньше был мало. А сейчас уже больше. Нет, в России 75 меньше уже население больше стало. Вот, Сейчас брат. Например, он здесь живет, да? А
он двоюродный брат. И когда, например, что-то кушаем, вот дружно, вот есть такой маленький лепешка, тоже вместе дружно кушаем. 7 человек будет, 8 без разницы. У меня вопрос такой. Вот когда вы строите дом, например, вы помогаете в селе друг другу или нет? Да. Или каждый сам себе? Не, помогай. Такого нет. То есть Все вместе. все идут и Вот помогают это строить дом, дом? Да. все вместе устроили. Вот эти. этот дом. Вот это, видишь, древний рядок, Мгм. который, вот это, да, все вместе поднимаем. 6-8 человек, его поднимаем, ставим. Вот это поднимаем, ставим, А, потом его вот эти вешаем. 5 штук тоже Потом ставим. баран режет рабочий. Вот я сейчас строю там, двухэтажный. Раньше Первый они этаж, жили, второй комнатный. Один сын живет в этот комнат, второй в тот комнат. Вот так. Смотрите, вопрос такой. Ладно, вы говорите, вы друг другу помогаете строить дом, да? Да. Дом стандартный, а если я, например, житель этого кишлака, но я захотел себе большой дом, вы меня осудите, не будете Нет, говорить нет, или нет? нет. Какой хочешь? Кто как хочет, как может строить. Может, здесь у него деньги, он строит. Чё, Вы помогаете не будет- только строить, правильно? А финансы я со своего кармана. Да. может такой, с деньгами можешь рабочий брать. Если у Ну, него без деньги денег, есть. а шаг говорят. Нанимай. Помогай. Мне, Всё. ему, другому. Сегодня тебе без денег помогает. Мгм. Ашар называется. Если в селе, например, кто-то сильно заболел, А. вот реально надо много денег, скидываются. Да, вот взяла собираем. машина, доктор потом деньги скидывает. Вот кишлак Потом, есть, когда в председатель больнице, кишлак. Мгм. Председатель. Он собирает. Ему нужен, он мне скажет, что мне надо помочь. Вот столько. Мы собираемся, народ, поговорим, и кто сможет, сколько кинуть. Ее в больницу надо везти. Деньги скидывает. Мысль, кто-то сможет, столько кинуть. А, И скажет, давай столько. Я могу, например, 300, он может 100, он может 50, он 400, вот так. Чисто от души, да? да. Кто как может. А сколько в деревне домов в кишлаке? Сейчас Да. 75 нас есть. 75. А, А тот пан ходжаге. Рафта, Не общий тот пан. А он сейчас пан он да. Ну сейчас уже некоторые живут в Москве, некоторые живут в Душанбе. и вот из 70 домов, например, 70 семей, сколько семей работает за границей? Больше половины? Больше, да. То есть 35 домов 100% работают за границей. Вот в этом селе, может быть, это уже 15 домов или 10 закрыто уже. Живут в Душанбе, Москве. Не приезжают? дальше. Ну, когда хочешь, приедет. Ну, они уже граждане, Россия. Вот так, Душанбе, так живут. Можете рассказать какой-нибудь обычай, который присущий только помирцам? Вот именно помирцы только делают этот обычай. Есть такой у вас? Ну а Раз, санхи, вот абички bu какую-нибудь almaz. традицию, Только отличительная şarkı, черта? Tradisiya imo. Ne mi gol tradisiya şmo mümkün. Ay şmo ke digaxe. Ay toçko şart digaxe. اما فرق میگه اینا رو مثلا فرق ها؟ اونم میگه اما فرق میگه ها. چی داریم کنیش فرق میگه O. Все отвечают. Нет, вот смотри, в мусульманском мире Навруз и в Афганистане, и в Узбекистане, и в Туркменистане, и в Казахстане. А вот именно помирцы делают именно вот это. Вот какая-то традиция присуща только помирцам. Я не знаю, может быть, кто-то прыгает или как-то хлеб по-особенному пекет. Или какой-то... Ну хлеб у нас круглый. Вот мы сделали круглый акшон бди. Вот танур тандир, да? Хлеб. Шум вот это танур. Круглый хлеб у нас. Не, обычаи. Хотя читаешь? А ведь вот дом чистый. Веточка, такой. Вот это окно, веник Вот бросают. у других Так, нет. как еще раз? Веник бросают? Вот, Да, вот. да, веник бросают. Вот это вот. типа почка, да? Ага. Оттуда
венику кидать туда, Вниз. вниз. Навруз когда будет. Ага. А потом, когда вот все чистишь, 3 веника, 3. 3 только штука. один человек. Вот через этот почка кинуть сюда. 3 потом- веника Да, 3 бросают. веника. Вот с этой 3 веника мы дома вот так А очищаем. кто бросает? Мужчина. бросает, а женщина убирает. Разницы нету. Смотрите, а мужчина хозяин семьи, Хозяин семьи бросает. он 3 веника бросил. Женщина муку садится, потом возьмет. 3, обычно 4 веником, чтобы вверх чисто. То есть 3 веника упали, женщина подошла и обсыпала мукой. Да. И потом чистить дом. Начинать это чистит, прям чистит или чисто дотронулся, как ритуал? Не чистить вот так. Прям вот очищает. эти стена, вот эти потолки, все чистить. Ага. 1 час. И потом на дорогу, чтобы никто не был, этот мусор. На дорогу. Ведро. И Не, чтобы не дорогу, никто не а встретился, к нему. возьмет и выбросит, и потом придет. Баня делает, все чисто. Всё это Потом мусор. открывает этот Дастархан. Мгм. Дастархан. Все, что можно. И посидим. Национальное блюдо какое у памирцев? Ну, Обычно- щербрич, плов. Не, а вот прям номер один. Вот номер один, который вот... Наурuz. Ох, Yine yemek bat nasyonali, mesolani, bat bu mesolani. da Такие yakın. споры идут. Вот. Yakın yakın. У нас как лобное место здесь. Национальное блюдо мегачи. Национальное блюдо. Katı Ne, olsun, dana kahve olur. dedi. На праздник чуть-чуть Семена. не дошло. Я На не праздник, успеваю да? камеру водить за всеми. Semanak. На праздник, да? Да. Нет, не на праздник. Вот обычный день. Abi şimdi Национальный. Şirçay. Ширчой. Это, Типа кофе. это молоко, хлеб, О, вода, сахар. хлеб, молоко. Не сахар, не. Нет. Соль. Молоко, соль. Соль. чай Соль. и соль, все. А И после, лепешка. после ширчоек что идет национальное у вас? Еще идет потом шурпа, плов, вот рис, молоко. Как это? Каша. Да, типа рисовая. каша, да. Вот это. Потом Çıroğa tola. Потом есть что-то женщины готовят, по-русски не знаю, как это называется, атола, это ширкочи, Semanak. саманак. Вот смотрите, праздничный стол. За столом женщина сидит с, с Да. мужчиной, да? Без проблем. Не, ну сидят, ну, проблем. мужчины отдельно, женщины. Ну вот, Ну, вот так. Вот Вот так. здесь Вот мужчины, мужчина, так идет женщины. То есть вот в так. одном помещении. Дети тоже, да. Дети, Мужчины, всё. Мгм. Еще вопрос такой, ну может быть он скромный, не скромный. Хотите отвечайте, хотите нет. В памирской религии можно ли выпивать алкоголь? Редкий бывает. они- Бывает, есть. Редкий mesela. Я, например, его вообще не пью. Вообще. А кто-то хочет. То есть это не осуждается, сильно никто не будет. Ne. Я почему сказал в памирской религии, потому что здесь ну такое ответвление немножко ислама. Он Есть. Кто хочет, пьет. Кто Не не хочет, мадандаро. пьет. Никто не ставит. не По скажет. желанию. Хочешь Не на мадандаро. бутылку пью. Не хочешь, не, тебе не заставляет пить. Без проблем. Я хочу, буду пить, не хочу. Хочу нет. Никто не заставляет, никто не отменяет. Везде в магазинах. Полно. Moşinasa. Смотрите, вы отдадите ли, например, свою дочку за гражданина другой страны? Нет. Нет? Не, Такой если закон. полюби, пожалуйста. Не, а не, так не. нет. Еще нет. Не, Ne. полюби, пожалуйста, а так... Нет, смотрите, он обязательно должен быть мусульманин или нет? Не принципиально. Она любит его, можно, а так... Tak нет. ne. А как тебе сказать? Халин принесет потом, а да полюби. Сколько у вас стоит Колым сейчас? Хазан, А сейчас дорого. 40 тысяч. 40 тысяч самани? В долларах это сколько? Доллар, не знаю. Я сейчас скажу. 40 тысяч самани, это И моров 4 нет, тысячи долларов. не гадаем, не Колым 4 тысячи. Там Москва, Москва, Руслан. Halin kirazor ne? Не, yok tabii. Споры. Там bu Не, Kirazor. Пушко, Kaç lira Ну, ben по-русски у нас знаешь сколько? Ne 30 istiyorsun? тысяч или как? 300 тысяч. Да, Чего 30, дёрнуть? 30, А, 300. 30 тысяч? Да, да. Там Мне сказали, Да, пять. сказали 40 тысяч самани. Ne, ne. Нет, 4 тысячи самани. Ey, çelaz olsun. Çiz ne istiyorsun? Скажи в рублях. Ne istiyorsun? Ну,
У других по-другому, у нас фамилия не так. Не, Чтобы за 40 не тысяч. знаю, У нас как Ибо принято, не самое говорит. больше вот 50. Я так, У нас такой традиция. За 60 привезут. Это тоже девушка всегда купит все, что нужно, необходимо. так отдадите в жены девушку, например, в другую страну или нет? Я так и не понял. Говорят, По нет. любви, да, по любви не- Это сама Сама. в душами, где полюбиться, видит, замуж Полюбви. идет. Любовь, love is. Полюбви, мы сказали. Был такой есть. Как будет слово любовь по-памирски? Ишк, Ишк. Ишк. Поишк. ошик, País xena, Ошик что? Afg'oniston, Pokiston. ишк. Biradayım ne ki? Продаю. На кучу, на Ne xavu bu, biradayım bu На kalida гусела, ama. халин Noyan mol грядки. mul kakim. O amına. Sommeşa. Это, знаешь, как деньги, которые привезут. Вот это деньги. Все равно уйдут с семьей. Нет, С ней. это деньги, например, эта девушка себя купит. Все, что нужно, Vamos, vamos шмотки, meyler. что нужно купить и Мусульман. отвезут обратно. Ну я же говорю, деньги обратно уйдут. Да. Обратно уйдут к нему. Ну, с ней и уйдут к нему. Спальник купить, что нужно. Все, В покупить. Кишлаке есть школы? Да. Больница? Все есть. Вот самая старая школа и еще новая школа. Самый старожил, вот на вашем слуху, в вашем кишлаке, сколько ему было? Самому таком 90. 90? Вообще, памирцы долгожители или нет? Раньше Да, нет, долгожители. сейчас нет. Сейчас нет? Недолгожители, нормально? Раньше, Хай мумут лалкин на вот паншада, лалбеги. 90 раньше, сейчас 80. Чуба, 80, арамбеги то, что Ну, пан. 90 это тоже не моложитель. Был, погиб. 85. Вот сейчас здесь вот старуха ходит, живет уже вот здесь рядом, 95 лет, вот здесь. Ходит за водой, Я всё. всегда мусульман. За водой 95. Мамам кебл, айдаш. Вот здесь рядом. Салима, як сада, як сада исраф. 110 лет. Хамяс тосада тума. Я что да, в тот день мы мордой. Он мукина тосад бра. Mamam lalbegim. Amra ne? На свадьбу сколько человек приходит? Весь кишлак или только родственники и знакомые? Не, это Есть поэта. кишлак, еще Кого родственники. скажет, то придет. Только по приглашению. Приглашение, пригласительное. А, вы пишете. Например, тетрадь возьму. 10 человек из этого кишлака, 5 человек из этого кишлака. А этот кишлак полностью. 10 человек из этого кишлака, 5 из этого, 5 из этого. И наш кишлак полный. Все. Минимальная сумма подарка какая должна быть? Я понимаю, что там кто сколько может, но все Вот равно... так. Не, ну есть же какой-то минимум. Какой-то минимум все равно должен быть порог. А... Нет. Вот, Туйонат kimi ona. Туна мега доимечан. да, Стандарт. минимум какой? Kazayamaz ziyod nega. Чтобы не... 50 рублей. 60 sum. 50 саманы. Не? Ne? 30 саманы кем Oy надо? baba ikno ba ama majbur 60 sum. Эй, кино Споры бабай. продолжаются. Родственник может 300. Родственники а я привезут. чужой может 50. Или баран, 70 или рублей. корова. Не, вот я понял, что родственники могут и квартиру подарить. Я имею в виду, минималка какая-то есть все равно. Чтобы не... 50 рублей. 50 самани. 50 то 100 рублей. 50 самани это 400 рублей, по-вашему. Или некоторые возьмут. $5, короче. О, некоторые возьмут большой баран. Веревка и... Kaynan başoy bara. Но это уже родственники. Ну, родственники, да? Для обычаи это баран для который женится. А кто ему привозит этого барана? Родственники. Родственники обязательно. А для который Баран большой. для него Хайна, одеял. Хау родственников. Ne sultanım. То есть у вас тоже подарки начинаются полностью. Ткани, шифонеры, кровати. Ну, мы вам бегуна. Siz kavga. Мне кажется, мы даже вам мешаем. Не. Я вот сейчас сколько там уже свадьбы были в Москве. Жениться захотели. В Москве. Свадьбы уже по полной в Москве. А со скольки лета можно девушку, ну, сватать вас? 10
классу заканчивает. Можно. Будет 18, 20. Когда он учебу закончил. Разные уже. После 11 класса, да? Нет, Да. раньше, сейчас нет. Уже 11 класс закончит. И не базы, И шумит. кто-то хочет выходить замуж, Хайна, кто-то учится, кто-то едет зарабатывать. То есть у вас женщины тоже уезжают на заработки без проблем? уезжают, Да. да. Она может сама по себе уехать или обязательно с мужем? Как? Или сама по себе? С мужем, без Сама по мужа. себе. Без проблем. И Без так, и так. проблем. Родственники есть в России, он может с ними учебу. Сейчас учится в Москве, этот, Англию, наши девушки, Англию учатся, Германию уже учатся девушки. Едет, например, Пакистан. И может там выйдет замуж туда, там. и так За немцев. Франция нету, русские немцы. Главное по любви. По-ишку. Пригласили на чай. Но здесь спит маленький ребенок. Там маленький спит. Еще меньше, чем ты. Как называется по-вашему? вот это, Да. Кроватка вот эта. Ну вот это качели эти. каток, Катык? да. Катай. Можно сюда ногами, да? Да, конечно. Все, малыш спит нормально. Это тоже такое отличается по-другому, а то с Москвы отправили. Вот эта кровать. Двухэтажный. Около Афганистана. Понимаешь, там красивая природа, пьянчик. Там не мог описать, на что похож ширчой. В общем, это молоко. Похож на кофе. Ну, Типа кофе. это молоко с кофе. чаем. Молочный, там добавляется сахар. А здесь Соль. кто хочет, тоже добавляет сахар, кто хочет соль. И в Вот в конце Москве готовили, говорят, вкусно, очень вкусно. Все уже начали готовить. В Москве я 10 лет в Москве был. в конце такой оттенок А? терпкости вот именно от чая. Ну, хлеб макаешь нормально. Фу, тяжело дышать. Памирцы говорят, если ширчоя нет, у них голова болит. То есть они привыкли к этому блюду. Блядь, поднялся 20 метров. Аж смешно. Сразу видно жилая часть, там, где живут люди. Здесь скотина живет, да? Бараны. Бараны. Корова. Для баранов вот точно тут такой он. же дышло, как говорится. Это богатые, да, уже дом строят? А? Это уже богачи строят? Ну, 15 в Москве работал. А, сын ваш? Сын тоже там, сам был там. Сам тоже хороший плотник. Строил еще не готово. Внутри еще не готово. Сколько у вас сыновей? Мне 4. 4? Сына 1 дочка. 4 сына и 1 дочка. А сколько сейчас в Москве? 3. 3 в Москве сейчас. Тоже одного машина Hyundai, одного BMW. А чем занимаются они там? Стройка. На стройке? И там что делать? Министерство не дадут места. Ну да, деньги сами в карман не прыгают. Деньги, говорят, не прыгают в карманах, нужно заработать. Так выглядит местный клуб. Здрасте. Можно посмотреть? Местный клуб. Здрасте. Ну здесь проходят вообще какие-то концерты? Проходят они? Здесь жюри сидит, да? За этим. Имам Али Рахмонов. В том помещении пианино даже есть. А здесь печка зимой топится. Ну а тут... Это кто в войне погиб, правильно я так понимаю, фотографии? Да? 41-45, кто погиб Да, с вашего да. кишлака? О, ветераны. Шкашинского района, вот эти ветераны все.
Ну, нормально. Какая разница, как он выглядит. Главное, клуб есть. Главное, да. Скромно, просто. Tamam. Daha da güzel oldu. Здесь прям вот много Ha, всего evet. связано с 41-45. 9 мая вы отмечаете? О, Да? Все, как по-российски. Как положено. вот она. Сарвари Давлат. Наш президент, Ну, молодец. мы его знаем, да. Все, Часто его встречаем. когда он это не был. Вот он пришел, вот все строил. А где можно увидеть памирский национальный как колпак или тюбетейка? Есть? Где? Как есть сейчас дома Сейчас. у всех. У всех должен быть, да? Салам алейкум. Пойдемте, если найдется. Песники. Покажете? Русский. Давно вы его строите, этот дом? Да. Это то есть мы сейчас там были в старом доме вашем, правильно? Да. Это уже новый. Но здесь, конечно, классно. Здесь вот Афганистан, речка Пянш. Круть. Вон афганский кишлак. А вы с ними общаетесь? С той стороны? Вот так перекрикиваете? Да. Не, разговариваете с ними? Нет? Вот, представляете, вот река, вот Афганистан, вот Таджикистан. Все рядом. Здесь прикольно, конечно, такой участочек. У них дома тоже похожи, я смотрю. Да, я смотрю, вот у них на домах тоже это окно есть. Смотровое наверху, в потолке. Как и у памирцев. Не открывается? Вот это кухня. Так, а это? Тоже кухня? А, здесь приготовил, здесь все сидят, едят, да? Сколько это, на сколько человек этот дом? И я сплю вот с женой здесь, вот это, заходи сюда, вот второй, с женой здесь, Будут жить или живут? живут. А, живут. Просто сейчас электричества нету, Я бешек такой первый раз вижу. сейчас просто электричества нету. И здесь как крот, речка, пьянч, речка, ловить будем рыбу, заходи, что? Здесь сколько человек в этой комнате в месяц? Это за 50? 10 человек даже будет спать. 10? Ну тут да, смело влезть. Вот и настал тот момент, когда я подойду к речке. Здесь какой-то песок. До воды хочу дотронуться. Я хочу до пянжа дотронуться. Каков он, пянжик? Холодный пянж. Пянж холодный. Ну все, наверное. На сегодня пянжа хватит. А мне сегодня говорили, может пойти кровь. Вот пошла она. Просто чувствую, бульк потекло. Горы. С непривычки. В общем, этот кишлак, в котором я сейчас был, я по чужим блокам, по чужим блогам, статьям узнал, что здесь добывается какой-то, или добывался какой-то розовый драгоценный камень, который стоит охренеть каких, ну, реально денег. И когда я задал вопрос про этот камень, там и потом уже задал другим, я говорю, а можно посмотреть? Люди просто изменились в цвете лица, изменились в настроении. То есть я как будто что-то такое спросил. Я говорю, мне не надо снимать на видео, я говорю, просто посмотреть для себя хочу. Он везде есть. Я говорю, мне не нужны ваши лица там. Неинтересно. То есть эта тема, она привела всех в ступор сразу. Реально. В ступор. И
И все. И все. Тема эта не обсуждается, короче. Как мне объяснили, много кто за эти камешки, за клеточкой отдыхает. Поэтому как-то так. В общем, в Ишкашим я не поеду, потому что отсюда добираться туда 2 часа, это уже ночь будет. В принципе, все, что хотел, я увидел. Дома. Вдоволь насмотрелся на памирские дома. Я считаю, что это хорошие дни. Дни на Памире — это одни из хороших дней, проведенных мною. Очень интересно, на самом деле. Все душевно. Я думаю, что кровь пошла из-за того, что я вот, когда спустился к его дому вниз, оттуда туда поднялся наверх резко, я наверху уже почувствовал, у меня аж прям кровь стала так пульсировать, аж прям в челюсть, в зубы такие импульсы шли. Защитная реакция организма скидывает лишнее. Я вот сейчас еду и думаю, хорошо я сразу не спросил про эти камни. Я точно ничего не смог отснимать здесь. Ну, блин, люди с подозрением относятся. Приехал какой-то чувак, я их тоже прекрасно понимаю. Приехал какой-то непонятный гость, задают такие вопросы, сразу такие, то есть детали, которые знают только местные, а он, откуда он знает? Я же не могу каждому объяснить, что я читал статью. Долго я допытывал, хотел узнать по поводу мечети, где находится мечеть. В общем, мечети здесь нету. Раньше они собирались для намаза в домах, вот где мы находились, как раз вот в этом доме. Джамаат называется. Джамаат хана. В общем, они там собирались, дети, взрослые, женщины, мужчины, все делали намаз. Потом, как мне объяснили, что запретили собираться, но сейчас на данный момент только по пятницам они собираются. Так как сегодня не пятница, естественно, я это мероприятие лицезреть не могу. Не в каждом кишлаке, вообще, по-моему, нет в кишлаках здесь Джамаат хана, вот этих мечетей. Это молельный дом, то есть они отличаются немножко от других мусульман, где есть мечеть. Здесь по-другому все. Ну, принцип один и тот же. Просто отличается в количестве намаза. То, что женщины вместе с мужчиной. Ну, надеюсь, получится посетить такое заведение. И раньше говорят, что они своему духовному наставнику, духовному лидеру, учителю отдавали 10% годового заработка. Сейчас молодежь уже по такому принципу не живет. В общем, горы таят в себе много интересных вещей, много секретов. Естественно, никогда они не раскроются перед путешественниками. Эти секреты только для местных. Конечно, это интересно. Но довольствуйся тем, что есть. Те самые дети. Которые пели песни и плясали. Поиграли, а теперь идут в кишлак все. Возвращаюсь в Харок в поисках еды. Вот сегодня реально поиски еды.
Хочется что-нибудь такое вкусненькое уже. Не вот этот фастфуд, колбаса и хлеб, а именно такое что-то домашнее. Хотелось бы еще выразить благодарность тем, кто создавал эту форму для таджикских солдат. Сам цвет формы. То есть она у них зеленая и такого песочно какого-то зелено-выжженного цвета. Ну, то есть несколько там расцветок. Сделано вообще круто. Реально, они иногда так сливаются с местностью. Оп, выходит, я аж... Вот несколько раз я реально пугался. То есть мимикрируют под поверхность земли. Реально, прям вот он встает, его не видно. Вот пока лицо не увидишь. Или автомат темный. Идеально подобрана расцветка под окружающую среду. Чем ниже я спускаюсь, тем мне больше хочется спать. Я прям чувствую, меня начинает рубить. Вот такое состояние, как будто зевоты. То есть, вот прям вот, как будто ты поел, зашел после морозного дня с улицы, поел, и вот сидишь в тепле, и тебя прям вот то же самое состояние. Связано это ли с понижением, потому что спускаюсь вниз, скорее всего. Ну, время для сна слишком рано для меня. Я никогда в это время не сплю. Поэтому, наверное, все-таки влияние геолокации. Ну, такое состояние прям вот сладкое, можно сказать. Вид сверху на Харок. И вот как раз мне сейчас объясняли, где Джамат-хана находится. Вот она. Говорит, вы его сразу увидите. В принципе, не особо-то и большой город. Река, получается, разделяет его тоже пополам. Одна часть в снегу, на другой мало снега. Вода бирюзовая, но сейчас это не уровень воды, потому что ее будет в 3 раза больше. Сейчас начнется лето, в горах все начнет быстро таять, и воды будет больше. В общем, попасть с первого раза мне туда не удалось, в местный молебный дом. Охрана ни в какую не пускает, и все. Я говорю, а почему мне не пускаете? Можете объяснить, что здесь не так? Потом поговорил с мужиками. Да, в 6 часов, говорит, приходи, 100% пройдешь, что вообще не парься, сейчас начнется молитва. Время без 2 уже. Ну, как пока раз я пока пришел, без 5-6 спускаюсь туда. Опять та же история, получается, типа не пускают и все. Я говорю, подожди. Я говорю, я пришел, допустим, помолиться. Почему вы меня не пускаете туда? Объясните. То есть звонит начальнику охраны. Начальник охраны берет трубку. У нас распоряжение не пускать туристов. Ну, скорее всего, они... Я считаю, что это вообще бред. Вот реально это бред просто. Не пускать людей в молитвенные дома. То есть мне даже посмотреть. Не то, что снимать, я просто хотел посмотреть, понять какое-то различие. Ну, в общем, вот так. Не судьба попасть в такое заведение в этот раз, может быть. А может и не судьба вообще попасть в это заведение. Конечно, обидно. Я очень сильно хотел, прям планы строил, реально посмотреть. Вот сейчас народ идет туда, и девушки, и мужчины, все идут туда. И женщины. Короче, как-то так. Придется смотреть сверху на молельный дом. Только с другой стороны. Стало холодно. Знаете, там есть лавины, но они даже, если пойдут вниз, там какие-то ограждения сделали. То есть они 100% остановятся. Там такая типа отмостки что-то. Ну, я не думаю, что здесь такие огромные прям лавины. Здесь получается одно кладбище, но оно такое какое-то темное. А вот это кладбище, его видно прямо вот с той стороны.
Сейчас там люди, как-то неудобно, но все равно спущусь, посмотрю. Потому что, представьте себе, видно было за километр все оградки зеленого цвета с желтой окантовкой наверху и все. И еще там какой-то знак. Но это форма потолка в домах. Оказывается, здесь тоже можно подъехать на машине. Слышно, что там кто-то читает молитву. Мужик, рядом сидят две женщины. Ну, близко подходить я не буду. Люди могут неправильно понять. Все в рогах и черепах. Ну, сейчас вот сюда подойду, дальше я не пойду, чтобы у людей вопросов не было. Вот такие вот штуки. Все, я думаю, надо уходить. Наглеть не буду. Теперь, я думаю, точно надо уходить отсюда.